привет! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я с вами делюсь очень вкусной закуской, фаршированные яйца грибной пастой. Достался этот рецепт от моей мамы. Всегда на Новый год, на любой праздник она делала вот такие вот яйца. Они получаются очень-очень нежные и вкусные. Я же стала добавлять в эту закуску еще кое-что, и об этом я вам расскажу в конце видео. Я возьму яиц 10 где-то, здесь у меня просто больше сварено. И вот примерно на 20 половинок, примерно граммов 300 возьму грибов, луковицу, зелень, чеснок. И первое, что я сделаю, почищу яйца и порежу их пополам. Почему? Потому что желток нам тоже нужен будет сейчас для того, чтобы сделать начинку. Лук мелко рублю, вот я рублю его в таком ручном блендере, или мелко-мелко кубиками порежьте и поджариваю до золотистого цвета. Когда лук стал вот таким золотистым, высыпаю грибы, тоже вот порубленные блендером, на мелкие-мелкие кусочки. И сейчас вот так вот пережариваю теперь с луком. Сейчас вода выделится от грибов. И вот когда она уйдет, вода, буквально, минуты 3-4 вот так вот поджариваю. Сразу же щепоткой, можно пару щепоток соли, подсаливаю грибы здесь. Пока жарятся грибы, вот зелень, петрушку буквально немножко рублю в тарелку. Затем все вот желтки, которые есть, чаще всего я не использую все, а использую 2/3 желтков, иначе просто-напросто начинка получится тогда сухой. Поэтому можно сначала вот так вот потереть на мелкой терке 2/3 желтков, а потом уже пробуя смотреть, нужно добавить весь остальной желток или не нужно. То есть тру сюда вот в тарелку желток, выдавливаю 4 зубчика чеснока, сюда же кладу грибы, немножко вот так перемешиваю, перец, 2 ложки майонеза, перемешиваю. И теперь пробую, чего не хватает. Паста должна быть нежная. Вот у меня не хватает еще 1 ложки майонеза, то есть я кладу 3 ложки майонеза. Поэтому здесь уже соль, перец, остроту, то есть нужно добавить перца или не нужно добавить. И паста должна быть абсолютно нежной. И немножко нужно, чтобы паста остыла. Вот сейчас она абсолютно нежная, вкусная, всего хватает. И я буду начинять через кондитерский мешок. Но можно начинять яйца и просто чайной ложечкой. Разложить и сверху зеленью украсить. Я делаю, беру самую широкую насадку, которая у меня есть для тортов. И в кондитерский мешок кладу всю пасту. Выложили теперь вот яйца на блюдо уже, на котором будет. И вот очень удобно это делать именно через кондитерский мешок с насадкой, потому что и красиво, и эстетично получается, и у вас яйца все остаются чистыми, потому что ложечкой не всегда получается прям вот положить так, как надо. Заполняем все половинки яиц пастой, украшаем зеленью, и сверху я всегда еще посыпаю вот крошкой грецкого ореха. Грецкий орех, вот совсем его чуть-чуть, не добавляя вовнутрь пасты, но когда орешек попадает вместе вот с этой пастой и яйцом, то добавляется такой очень пикантный и интересный вкус. Очень вкусно получается. То есть вот чуть-чуть, буквально грецкого ореха добавляю сюда. И, казалось бы, такое достаточно известное блюдо — фаршированные яйца грибной пастой, но вот этот вот грецкий орех, он добавляет пикантность и особенность этому блюду. Попробуйте так сделать, очень-очень вкусно. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, за лайки всегда спасибо.